Здорово-здорово, братишки-сестренки, вы на канале Nixon Play. Ребят, ютубу с каждым днем становится все хуже и хуже, видео грузится с большим трудом. В случае полной блокировки или если же видео перестанут загружаться на YouTube, то я буду их загружать в свою группу ВК, а стримить на Твиче. Все ссылки я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь, чтобы не потерять своего любимого контент-мейкера по Stay-Out. А победителями в прошлом розыгрыше стали Дэнни Прей, Блэк Ган, Скифичи, Камелот 3 и Лорс. Снова небольшая загвоздка. На серверах RU1 и RU2 снова бан на вещах, поэтому победитель получат свои вещи 18 августа. Ну а остальным же я отправил подарки на кладовщика кухни гурмана. Кому не повезло, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на ящик с рюкзаками. В розыгрыше могут принять участие абсолютно все сервера. Для участия нужно обязательно подписаться на канал, написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Только указывай все правильно, иначе посылка может не дойти. Итоги розыгрыша через неделю, 19 августа. Дорогие мои сталкеры, знаю, что видео с разбором ивента Ули должно было выйти намного раньше. Точнее, практически сразу, как только его добавили в игру. Опоздал, признаюсь, прошу понять и простить. Ну а теперь же с чистой совестью можно приступать к разбору. Приятного аппетита всем, кто кушает. Как обычно, начну с теории. Первое, что нужно знать, это то, что сам вход в ивент находится в квадрате E5-4, локация Везувий. Для того, чтобы зайти вовнутрь, нужно иметь 60 уровень твоего персонажа. За прохождение ивента в награду ты получаешь 7 черных гильз, мешок с наградой за задание путешествие к центру Земли, 500 тысяч рублей и 450 тысяч опыта. Также, если у тебя есть 3000 репутации у лагеря Эгиды, то доцент Симонов выдаст тебе разовое задание «Спуск в сердце Ули». По нему нужно залутать образец местного босса. Работает это задание по такому же принципу, как и охота на нулевой экземпляр. Залутать образец убитого моба может только один человек из группы. Если у тебя нет 3000 репутации у лагеря Эгиды, то советую обязательно ее набить, так как награда за квест весьма внушительная. Бронежилет 6Б5, Сайга 12К, 2 магазина на 10 патронов к Сайге, 500 тысяч рублей, 300 тысяч опыта, 300 очков торговли и 500 очков репутации фракции Эгида. Сладко? Вот так вот. Ну а теперь сам ивент. На него мне потребовался противогаз, психомоторный стимулятор, нервный стимулятор, брусниковка, чтобы капли снимать, ну и соответственно вооружение и амуниция. Тут у кого что есть. Я слышал, что ребята с Сайгой проходили. У меня же была ВСС. Ребята в моей команде бегали с МП5, Грозой и как раз таки с Сайгой, но она, по-моему, висела на втором слоте. А что было у человека на первом, я не помню. Ну а если ты по каким-либо причинам не можешь набрать себе команду для прохождения какого-то ивента, тогда Discord сообщества Кубик Льда для тебя. В нем ты 100% найдешь себе команду опытных сталкеров, которые помогут с любым ивентом в игре. Актуально только для сервера EO1. Ссылка на сообщество в описании под видео. Зайдя в лабораторию первый раз, я был в изумлении от этого места. Это что-то новенькое, неизведанное и непонятное. Пройдя чуть дальше, я нашел новый предмет оса. Это распылитель, который пригодится нашей команде в дальнейшем. Собрав и заправив все флаконы, наша команда пошла проходить первую стадию. Все почему-то эту стадию называют самой легкой, но она мне такой не показалась. На этой стадии две волны. В первой волне нужно убить 199 мутантов, во второй 237. Но помимо отстрела мутантов двум игрокам, которые подняли осу, нужно еще и распылять химический раствор на периодически открывающиеся грибы, которые распыляют споры и не дают нормально дышать. А самое интересное это то, что в момент распыления мутанты все так же продолжают тебя атаковать, поэтому пока один игрок распыляет раствор, другой должен его прикрывать. К слову, мутантов в этой комнате достаточно много. Самый бесячий из них, как мне показалось, это пауки и крысы. Но помимо толпы мутантов, которые постоянно тебя жрут, там еще и хромает FPS. Ну, не то чтобы хромает, он очень сильно проседает. И если везде в игре у меня FPS 100+, то на этой первой стадии он просаживался до 30. А были моменты, падал местами и до 15. У меня чуть глаза не вывалились просто. Но ребята говорят, что это еще пофиксили, раньше было хуже. А это говорит нам о том, что разработчики следят и реагируют на фидбэки игроков. Так что, товарищи сталкеры, не ленитесь и отписывайтесь в поддержку. Первая стадия, на мой взгляд, оказалась довольно сложной для меня. Но пообщавшись с коллегами, было принято решение, что такая сложность прохождения вызвана из-за первого раза. Возможно, это так оно и есть, утверждать обратно я не могу, так как являюсь первоходом. На пути ко второй стадии нас встретили грибные адепты. Я был сильно удивлен, как только услышал их озвучку. Ой. Прикольные шизики, подумал я, и тут же получил пулю с Мосина от одного из адептов. Довольно интересная механика. Эти адепты были кто-то с ножом, кто-то с оружием. Если к тебе в упор подбежал адепт, лучше не бегай, а стой на одном месте, чтобы тиммейты в случае чего могли тебе помочь, а не пристрелить тебя. Пройти дальше через адептов особо труда нам не составило. Это и не сложно, и не легко. Золотая середина. Отравили грибы, восполнили потраченные запасы яда, и дальше нас ждала оранжерея. Надеюсь, правильно назвал. В этом месте очень много адептов, и FPS из-за них очень сильно падает. Это
грустно. В принципе, этот этап несложный. Здесь нужно восстановить подачу электропитания. На пути иногда попадаются грибы, в них нужно также прыскать ядом. При запуске этапа спавнятся адепты, и у щитков, где горят красные лампочки, появляются молнии, как у аномалии электро. Это значит, что в этом месте нужно починить щиток, и питание восстановится. Таким образом, идя по кругу, мы восстановили подачу питания на 100%. Всего щитков 10, по-моему. Сказать, что этот этап сложный, я не могу. Он мне таким не показался, а наоборот даже легче, чем самый первый. И единственная сложность была опять же с FPS. Когда он проседает до 15, в адептов становится очень сложно стрелять. Надеюсь, в дальнейшем это как-то пофиксится. Восстановив питание, в конце нашу команду ждала кнопка, которая открывала дверь в следующий этап. Мы благополучно докинули все магазины и приступили к прохождению следующего этапа. А следующим был паркур на время. Такого в данжах я еще не встречал. Главное, не попадай в воду, где молнии, а то больно будет. Также при прохождении будут появляться мутанты. Их, как оказалось, для экономии времени и патрон стрелять не нужно, просто пробегай вперед. Сколько времени отведено на проход этого этапа, я не знаю, но знаю то, что его вполне хватает на спокойное прохождение. Ну а всей команде не обязательно добираться вовремя. Самое главное, чтобы успели 1 или 2 сокомандника. В самом конце нам нужно было еще успеть задушить несколько грибов, потом пройти дальше, включить сигнализацию и после с помощью вентиля открыть гермодверь. После всех этих манипуляций бежим дальше. В следующей комнате вся наша команда снарядилась опрыскивателями и баллонами к нему. И да, следующая стадия последняя. Тут нужно с распылителя опрыскивать спину грибного брутера, пока он не вынес свое так называемое сердце. На самом деле это все похоже на писюн. Возможно, конечно, это такая шутка от разработчиков. Ну так вот, опыляешь панцирь брутера, затем он достает свое хозяйство, и ты быстренько стреляешь в него. И так до тех пор, пока босс не отбежит на подхил, я так понимаю. В этот момент тебе нужно отбить мутантов и забрызгать появившиеся грибы. После уничтожения всех грибов мутанту надо стрелять по панцирю, затем он у него лопается и все заново по кругу. Опрыскиваем панцирь, стреляем в хозяйство, опрыскиваем грибы и стреляем в панцирь. В конце концов от такого натиска мутант поддается и падает без признаков жизни. Все, босс убит, данж пройден. Братишка, ты только-только начинаешь свой путь исследователя зоны, тогда скорее вводи промокод Никс на меню игры. Он даст тебе бесплатный премиум, а с ним ты в 2 раза быстрее прокачаешь своего персонажа. Также к этому в 2 раза дешевле переходы, больше ценного лута с мутантов, в 2 раза больше опыта с квестов и еще много чего полезного. Промокод работает на всех серверах, Steam, VK или Launcher, это не важно. Так что успей забрать свой подарок, ведь промокод не вечный. Что я хотел бы сказать в заключение. Данж интересный, новая атмосфера, где чувствуется зона, то, что ты исследуешь что-то непонятное и нереальное. Новые мутанты в лице адептов, это конечно топ, особенно покорила их озвучка. Сам же данж не похож на все остальные в игре. Это что-то новое, этапы с паркуром, с адептами и подачей питания. Также не могу отметить нового босса и механику его уничтожения. Большой плюс в том, что нету ограниченного времени, и ты со своей командой можешь спокойно, не торопясь, пощупать всю механику и принять решение, каким образом его нужно убивать. Также добавлена музыка на боссе. Она мотивирует и подбадривает в бою против него. Но мне за нее прилетела жалоба на авторские права. Бывает же? Не могу не сказать о том, что данж очень атмосферно и красиво прорисован. Особенно понравилась комната с глобусом и основная комната с боссом. Из минусов. Негативные эмоции у меня вызвали только сильные просадки FPS. Ну и в принципе все. Если ты хочешь что-то добавить и у тебя есть свое мнение, ты можешь всегда написать его в комментариях под этим видео. Ну а на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо тебе, что досмотрел до конца. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Я посчитаю это как благодарность за мою нелегкую работу. Бывай, увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.